Хасаке. Переходим к актуальной международной повестке. Начинаем эту часть нашего брифинга с ситуации в Сирии. На фоне продолжающейся стабилизации обстановки в этой стране сохраняются отдельные очаги напряженности, в том числе в провинции Идлиб и к востоку от реки Ефрат. В зоне деэскалации Идлиб продолжает фиксироваться рост числа нарушений режима прекращения боевых действий. Ежедневно обстреливаются жилые кварталы города Алеппо, другие населенные пункты. Сирийские вооруженные силы вынуждены реагировать на эти провокации. 6-14 февраля проводилась спецоперация по доставке и распределению гуманитарной помощи ООН и Сирийского общества Красного полумесяца в лагере внутренне перемещенных лиц Рукбан, который расположен в незаконно оккупируемой Соединенными Штатами Америки зоне в районе населенного пункта Ат-Танф. Секретариат Организации Объединенных Наций, как, собственно говоря, и настаивала российская сторона, готовит подробный отчет о проведенной работе. Однако уже сейчас нельзя исключать, что часть гуманитарных грузов попала в руки членов местных банд формирований. Характерно, что по имеющейся информации большинство попавших в поле зрения гуманитарного персонала жителей лагеря не выглядели истощенными. Среди них отсутствовали люди с характерными признаками болезней, вызываемых длительным пребыванием в пустыне без средств к существованию, вопреки той картине, которая рисовалась до этого. Но самое важное, что большинство жителей лагеря, как показывают предварительные оценки на основе проведенного опроса, хотели бы покинуть его. Именно поэтому считаем приоритетным, не мешкая, приступить к расселению лагеря. На это направлена российская инициатива, в соответствии с которой с 19 февраля открыты 2 гуманитарных коридора для выхода находящихся в лагере гражданских лиц. И, конечно, с глубокой озабоченностью воспринимаем то, что контингентом вооруженных сил США блокируется начавшийся выход внутренне перемещенных лиц из лагеря по данным коридорам в нарушение известных гуманитарных принципов Организации Объединенных Наций. Вновь хотели бы обратить внимание на ситуацию и в другом лагере внутренне перемещенных лиц Аль-Хауль, расположенном на северо-востоке провинции Хасаке. Из-за антисанитарных условий, нехватки продовольствия, нехватки медикаментов и просто катастрофических условиях, в которых существуют люди, там уже погибли десятки. По некоторой информации в лагере зафиксирован первый случай проказы.